Ребята, всем привет! Сегодня второй день нашего пребывания в Крыму, и он начался очень необычно, с посещения пещер. В общем, приехали мы к подножью пещер. Здесь две пещеры, Мраморная и Мамонтовая. Мы сначала хотели ехать на своей машине, но подъезжая к подножью, так сказать, горы, мы не решились, потому что здесь крутой подъем, каменистая местность. Вот. Хотя и можно проехать на легковой машине, но мы не решились. Грунтовая дорога. Да, грунтовая дорога, скалистая. Вот, в принципе, нам предложили на УАЗике. Вот, 1000 рублей с человека подъем стоит. Вот, открытый УАЗик с открытым верхом. Вот, и, в общем-то, мы отправляемся сейчас в путь. Вот такую нам дали брошюрку. Находится это все на Мраморной 26. И здесь же есть кафе. Можно покушать. Мы приехали куда-то, непонятно куда. Нас привезли. Мамонтовая пещера. Якобы она лучше мраморных. Ну, не знаю. Там мы не были, поэтому сравнить не сможем. Конечно. Будем Смотреть то, что показывают. Вот сюда мы прибыли. Спустились мы до кассы. Здесь еще можно приобрести сувениры. Здесь вот смотрите, поднимаетесь. Она единственная экземпляр. Скажите, а подземный Крым покажите мне вот рядышком. Браслетики, ежики, зайчики, колечки с шариками. Мы выбрали вот эту экскурсию. Угу. Уже мороз. как погреб спускаешься. Пока такие. Именно в 1993 году был прорублен вход в пещере более удобный, искусственный, а через год были оборудованы уже вот такие специальные бетонные дорожки, они здесь искусственные, собственно говоря. Все остальное в пещере уже настоящее природное. Это пещера карстовая, ну, простым языком, пещера была вымыта водой. Миллионы лет назад здесь протекали древние подземные реки из-за того, что уровни воды были гораздо выше, и реки текли на протяжении здесь 12 миллионов лет. Они были разные, и большие, и небольшие, поэтому рельеф в пещере крайне разнообразный получился. Иногда вода из пещеры полностью уходила, и в эти моменты пустоты полости в пещере обрастали минеральными образованиями. Называются такие образования натечные, все, что образуется сверху над вами, это сталактиты. Все, что образуется снизу в пещере, называется сталагмитами. Иногда эти образования срастаются вместе, получаются колонны, называются они сталагнатами. Скорость роста образований бывает разная, в среднем это 1 кубический сантиметр за 100 лет. Как же все это растет? Когда талая вода попадает в эту породу горную, называется она известняк, влага вымывает из нее минерал. Минерал называется уже кальцит. Влага, насыщенная этим минералом, оказывается в пещере, капли по трещинам и сколам попадают в пещеру, и на месте попадания влаги остаются минералы. Как бы накипь такая своеобразная, условная. И постепенно, капля за каплей, минерал за минералом, пещера и обрастает натечными образованиями. Также в этой пещере во время изучения были найдены кости разных животных. Тут собрали 2000 костей. И сегодня мы посмотрим наиболее интересные находки в плане палеонтологии. Самое интересное — это скелет мамонтенка. Собрали его почти полностью, не хватает только самой важной части. Одна из самых интересных находок этой пещеры — скелет шерстистого мамонтенка. Возраст мамонтенка был небольшой, 12-13 лет. Это подросток, весил около 2 тонн. И сейчас костям уже более 40 тысяч лет. Нашли, конечно, его не в такой удобной, интересной позе. Нашли его на глубине 65 метров в глиняной пробке. Изначально это животное в пещеру провалилось. Он упал с высоты 17 метров. Падение, конечно, он не пережил. И весь основной удар пришелся на его череп, на голову. Поэтому череп мамонтенка, к сожалению, не сохранился, вот его как раз таки и не собрали. После этого скелет был смыт водой на глубину 65 метров, и уже в 1995 его нашла группа спелеологов. Назвали мамонтенка Коля. Почему именно Коля выбрали имя? Потому что спелеологи
имени Николай его и нашел. А в честь Николая спелеолога мамонтенок Олень получился. Кости настоящие, это оригинал, не подделка. Те самые кости, которые здесь и нашли. Сейчас мы двигаемся дальше, посмотрим, откуда мамонтенок упал, увидим настоящий вход в эту пещеру, провальный колодец называется. То есть пещера долгое время служила ловушкой. Падали животные, но выбраться никак отсюда было уже невозможно. В наше время этот колодец уже оборудован, огорожен высокими такими перилами, уже никто сюда не проваливается. Рассказываю слева направо, чтобы было удобнее осматривать. Самое маленькое животное слева лежит, это сайга. Это небольшая степная антилопа, такие в Крыму уже не водятся. Это животные здесь ископаемые, они встречаются в районах Средней Азии. Это, к примеру, Казахстан, Киргизия, Монголия, Иркутская область. Но животные в целом в мире редкие. По центру самый крупный скелет – это зубр. Зубры водятся в основном сейчас в Восточной Европе. Это Беларусь, заповедник Беловежская пуща. Там самая большая популяция зубров в мире. В Крыму, конечно, таких нет, тем более это древний зубр, ему около 30 тысяч лет. А дальше, справа, это скелет благородного большого оленя. Вот такие олени в Крыму еще водятся, встречаются. Ну, конкретно эти, опять же, были покрупнее, потому что это олени еще времен ледникового периода. Этим костям от 30 до 40 тысяч лет. Где же все это было найдено? Смотрим в противоположную сторону от костей, и там мы заметим с вами еще один спуск вниз. Он ведет так называемый Памур, по-другому в русло древней реки пещерной. Именно здесь текла вода. Эта вода несла камни, глину, обломки, самое главное, кости животных. А вода образовалась из-за таяния ледников во время глобального потепления. И как раз таки все кости оказались уже на глубине 65 метров. Очень опасный подъем сейчас будет. Живности никакой в озере не водится ни рыбы, ни ракообразные, ни моллюски, только простейшие микроорганизмы. Температура воды плюс 5, плюс 6 не меняется. Вода это чистая, пресная и питьевая. Пить ее можно, но при этом у воды есть свои недостатки. Эта вода жесткая. В ней много породы пещеры под названием известняк и много минералов пыльцы. Когда вода находится в одном положении долго, постепенно озера обрастают минеральными отложениями в виде пленок. Но это поначалу. Если еще дольше не будет меняться уровень воды, озера будут уже обрастать прошлым слоем кальцита. И потом, когда озера уходят из пещеры, на месте этой воды остаются вот такие отложения, вот такого плана. В виде линий, полосочек, полочек. Это и есть уровни воды. Лет 5-6 тысяч. Самая частая причина обвалов в пещере – это падение больших тяжелых сталактитов под своим весом. Раньше, конечно, обвалы происходили, но последний был примерно 60 тысяч лет назад. После него ничего не падало. В этом зале хорошо видно последствия обвала. Прежде всего, это ровные сталактиты. Сразу говорю, они не подпиленные. Никто их так не подпиливает, не подрезает. Они так ломаются сами. Ломаются неровно, потому что так растут. Они образуются пластами, и в случае скола трещина возникает прямо по зоне роста образования. Такая акустика хорошая. Пирамидки. Угу. На самом верху. Еще выше головы. Какое все влажное. Коралл. Узкая пещера. Узкий, ага. Капает, да. Смотри, какая красота. О, вообще. Вот природа, да, что делает? Самый лучший скульптор и художник — это природа. Очень интересно. Тут сухики. Угу. Здесь уже суши, да. Как-то. Не надо. Не надо.
Сейчас мы направляемся с вами уже на глубину 60 метров. Да, смотри, как будто туфелька. Здесь сосульки вот и все. Там красивый зал. Красота какая. Смотри. Огромный зал. Куда ни глянь, везде красота. Невероятная просто. Сам по себе кислород в пещере чистый, но при этом доля углекислого газа здесь высокая. Из-за этого в пещере можно испытать небольшое головокружение, зевоту, сонливость, одышку. Это все воздействие пещерного климата. Но если в пещере провести много времени, даже галлюцинации могут здесь возникать, и слуховые, и визуальные. Плюс в пещере нет еще смены дня и ночи, всегда темно, синего и красного цвета тоже нет, и это воздействует на восприятие времени. Время как бы в пещере психологически замедляется. Когда спелеологи поднимались наверх, по их расчетам, предположениям, прошло всего 2 недели. По факту прошло уже 3 недели, но никто из них этого на себе вообще не ощутил. То есть время в пещере очень сильно искажается. Называется хозяином пещеры. Исходя из фантазии и воображения, хозяину можно дать разные названия. Я один из вариантов озвучу дух спелеолога, к примеру. Почему спелеолога? Потому что в профиль образования как мужик в каске. Каска на голове, на каске есть налобный фонарь, форма черепа, глазницы, нос и даже борода. Да, согласен, страшный спелеолог получился. Почему страшный? Потому что после 3-недельной экспедиции, так примерно они и выглядели. Если на спелеолога сам сталагмит не похож, посмотрите на тень от образования. И уже увидите, как раз таки, да, образ спелеолога, мужик в каске, с бородой, с рюкзаком за спиной. Да. Зала бивачных, где спелеологи так вот я тебе и нигде не сказала, провели. Поэтому что очень похоже на мужчину. Сейчас мы с вами двигаемся постепенно в обратном направлении. Обратно мы пройдем немного иначе. Но те залы, которые мы с вами уже осмотрели, там я свет буду основной выключать. Такая инструкция. Остается на обратном пути гореть только дежурное освещение, то есть дорожка. Поэтому на обратном пути мы с вами не отстаем, не задерживаемся. Я об этом в начале экскурсии говорил. Проход этот рубили в 2003 году, рубили его целый год. В основном рубили зимой, когда было меньше всего туристов. Длина у него более 30 метров, рубили его отбойником. Сейчас мы его преодолеем и уже окажемся снова в главном зале, только снизу уже у подъема на поверхность. В общем, будем потихонечку подниматься. Сейчас глубина 60 метров. Необходимо нам это все преодолеть на поверхность. По этим ступенькам можно выходить. Я буду замыкающим уже в этот раз. Поднимаемся, так сложно. Ой. Остановились отдохнуть. Ребят, съездили мы на Мамонтовую пещеру. Поднимались на УАЗике, как и говорил. В общем, впечатление о дороге в начале. Дорога, в принципе, крутой подъем, но без сильных ухабов. В принципе, при желании можно на легковой подняться. Но единственное но. Должны быть исправные тормоза, должна быть исправная ходовая подвеска у автомобиля. И если вам не жалко, что она сильно запылится, потому что придется ехать с закрытыми стеклами, с включенным кондиционером, это раз. И вот эти джипы, которые ездят, они не сильно берегут сзади идущие автомобили, смело дают по газам, соответственно, все этой щебенкой горной породы обсыпывают сзади идущие машины.
Поэтому решать вам. Стоимость 1000 рублей, я думаю, что мы решили сберечь свой автомобиль и поехать отдать 1000 рублей с человека. Что касательно пещер, нам понравилось. Да, очень. Вход был 700 рублей, мы выбрали средний маршрут. Все, холодно, одевайтесь, запасайтесь кофтами. Куртки там есть на входе, но... Они тоненькие, во-первых. Они тоненькие, их никто не стирает, сами понимаете, их все подряд носят. Вот. Если не брезгливые, Да, как если я. не брезгливые, то можете ничего не брать. Ну, опять же, там влажно в пещерах, скользко. Желательно, чтобы была устойчивая подошва, потому что там крутые подъемы, крутые спуски, все, ступеньки скользкие, мокрые. В общем-то... А так все красиво. А так все красиво, все хорошо, да. Мы, в принципе, не пожалели, что съездили. Вот какие леса. Сразу чувствуется такая свежесть.